вы видите, что в египетском мироздании нет конфликта внутри. Он появляется только тогда, когда начинается человеческая история. Также мы видим, что есть очень тонкие богословские мысли, очень много наслоения смыслов. Есть понятие замысла в сердце и творения словом. Появляется такое понятие, как водная стихия, не как что-то, с чем нужно сражаться, а вода, океан — это как образ чего-то запредельного, образ совершенно другого бытия, которое из себя хочет породить что-то творческое, которое хочет породить из себя совсем другое бытие, чем оно само является. Бытие, в котором появляются люди. Бытие, которое мы называем космосом, порядком, гармонией. Важный момент. Чао, ragazzi! На этой лекции мы с вами познакомимся с мифами Месопотамии и Древнего Египта о сотворении мира. Мифы о творении мира – это всегда ключ к пониманию культуры. Через эти мифы мы можем понять, что такое хаос и что такое порядок в космологии. Космология – это специальный термин, он означает религиозное объяснение устройства Вселенной. Он объясняет происхождение и развитие Вселенной. Космология всегда говорит об уровне сознания народа той или иной культуры. История сотворения мира, из которых состоит мифология во всех культурах, является ключевой для человеческого сознания, потому что именно мифология складывает мировоззрение древних людей, да и современных тоже, потому что мы, современные люди, особенно если брать политику, живем в мифах. Любая мифологическая картина начинается с объяснения, на каких основаниях и на каких законах существует мир. Это момент творения мира. Это как книга бытия в христианстве. Перед тем, как начать читать священный текст, первым всегда мы читаем историю создания мира. Поэтому история творения мира говорит не просто персонажах, не просто о героях, о их приключениях и событиях. Все эти мифологические истории – это передача определенной психологии, определенных настроек, благодаря которым человек определенной культуры, в которой существует определенный мифологический рассказ, понимает, как устроен этот мир, как он существует, как он будет развиваться, и что самое главное, что сам он, этот человек, значит в этом мире, где и какое его место, какая его судьба и какой его смысл жизни. Древний человек получал ответы на эти вопросы в своей мифологии. Все рассказы, все мифы о творении мира имеют одну и ту же структуру. Это всегда возникновение космоса из хаоса. Космос в переводе с древнегреческого языка означает порядок. Это специальный религиозный философский термин. Космос из хаоса, порядок из беспорядка, свет и тьма, истина и ложь. Космос и хаос объясняют создание мира. Известное вам слово «косметика» тоже в переводе с греческого языка означает порядок. Когда вы утром просыпаетесь, перед тем, как пойти на работу или выйти на улицу, вы наносите на лицо косметику, то есть вы приводите себя в порядок, наводите красоту. Космос – это означает красивый, гармоничный порядок. Это главный философский и религиозный термин, еще с тех античных времен. Таким образом, благодаря именно женщинам, этот термин вошел в нашу обычную жизнь. Женская рука везде.